Всем привет! Сегодня мы приготовили для вас подборку топ-5 беззеркальных камер 2024 года. Если ищете что-то для фото или видео, эти модели точно заслуживают внимания. Важный момент, они все отличные, так что расставлены просто по цене, а не по качеству. Поддержите нас лайками, подпиской, ну и погнали смотреть, что же мы приготовили на этот раз. Пятое место – Canon EOS 6D. Здесь установлена полноформатная CMOS-матрица размером 36 на 24 мм с разрешением 20,2 мегапикселя. Особенность такой матрицы – отличное качество снимков, особенно при недостаточном освещении. Камера поддерживает различные режимы автофокуса – интеллектуальный, покадровый и следящий. Это удобно для разных условий съемки. Встроенной вспышки у Canon EOS 6D нет, тем не менее она поддерживает TTL-управление и TTL2 и брекетинг вспышки, позволяя гибко работать с внешними вспышками. Также камера оснащена синхронизацией вспышки на скорости до 1/180 секунды. По экспозиции у камеры есть несколько режимов замера – матричный, точечный, центровзвешенный и частичный. Это дает возможность точно настроить экспозицию под разные условия. Дополнительным плюсом является возможность коррекции экспозиции до плюс-минус 5 EV с шагом в 1/3 или 1/2 ступени. Вот примеры работ на этой камере. Что касается видео, Canon EOS 6D снимает в разрешении Full HD 1920 на 1080 с частотой 30 кадров в секунду, а также 1280 на 720 на 60 кадрах. Видеофайлы сохраняются в формате MOV с использованием кодеков H264 и MPEG-4, давая приемлемое качество, хотя по современным стандартам отсутствие 4К слегка разочаровывает. Четвертое место – Nikon Z50. Nikon Z50 оснащена матрицей CMOS с разрешением 20,9 мегапикселей. Кропнутая APS-C-матрица с кроп-фактором 1,5 отлично справляется с задачей, обеспечивая четкие и детализированные снимки. Впечатляет и диапазон ISO от 100 до 51200 с возможностью расширения до 24800 для съемки в условиях очень слабого освещения. Работа камеры показывается на экране. Что касается автофокуса, он действительно впечатляет. У Z50 209 точек автофокусирования. Есть функция распознавания глаз, которая быстро захватывает и удерживает объект в фокусе. Максимальная скорость серийной съемки 11 кадров в секунду. Это делает камеру отличным вариантом для съемки динамичных сцен. Дисплей с диагональю 3,15 дюйма наклонный, но, к сожалению, неповоротный. Встроенная вспышка работает на расстоянии до 7,7 метров. Это может показаться недостатком в некоторых ситуациях. Третье место – Sony Alpha ALC A6400. Камера оснащена APS-C CMOS-матрицей на 24,2 мегапикселя, которая позволяет получать снимки высокого качества с отличной детализацией. Встроенная функция Real-Time IAF и Real-Time Tracking поможет вам захватить каждую деталь, будь то быстрая съемка или спокойная постановка кадра. Alpha A6400 поддерживает запись в 4К с оверсэмплингом, обеспечивая четкость и детализацию изображения. Камера также имеет разъем для микрофона, позволяя улучшить качество звука при записи видео, хотя отсутствие выхода для наушников может разочаровать тех, кто привык следить за звуком в режиме реального времени. Примеры работ с этой камеры на экране. В ней нет встроенной стабилизации изображения, поэтому в условиях низкой освещенности или при съемке с рук вы можете заметить некоторую тряску. Дизайн корпуса кажется устаревшим, а система меню не самой удобной. Второе место – Canon EOS R6. Автофокус поражает: 6072 точки и передовые технологии отслеживания глаз, лиц, животных и даже транспортных средств. Для любителей съемки дикой природы эта камера способна зафиксировать взгляд птицы в полете. Встроенная 5-осевая стабилизация изображения дает до 8 ступеней компенсации при использовании правильных объективов. R6 предлагает запись видео в 4К с частотой до 60 кадров в секунду, но тут есть некоторые ограничения. Перегрев может стать проблемой при длительной записи 4К, особенно если вы снимаете длинные дубли. Однако камера отлично справляется с 1080p, записывая до 120 кадров в секунду. Это идеально для съемки замедленного движения. Обратите внимание на эффект роллинг-шаттера, который может возникать при быстром движении в режиме 4К.
Из минусов можно отметить не самую высокую портативность, а также разрешение в 20,1 мегапикселя, которое может оказаться недостаточным для тех, кто любит активно кадрировать изображение. Тем не менее, эта жертва приносит свои плоды. Камера быстрее работает и показывает отличные результаты при слабом освещении с диапазоном ISO, который расширяется до 24800. Первое место. Sony Alpha ALC7M3. CMOS-матрица на 24,2 мегапикселя в сочетании с процессором Bionic X обеспечивает отличное качество изображений и превосходную работу при низком освещении. Благодаря диапазону ISO от 100 до 51200, расширяемому до впечатляющих 24800, камера прекрасно справляется с различными условиями освещенности. Система автофокуса также заслуживает внимания. Она включает 693 точки фазовой детекции, покрывающие 93% кадра. Это позволяет с легкостью следить за движущимися объектами. Для портретной съемки особенно полезен режим автофокуса по глазам, который теперь работает и в непрерывном режиме, а скорость серийной съемки в 10 кадров в секунду подойдет для тех, кто занимается съемкой динамичных сцен. Что касается видеовозможностей, Sony поддерживает запись в формате 4К без кропа при 24 кадрах в секунду, обеспечивая исключительную детализацию. Камера также поддерживает профили S-Log 2 и S-Log 3, что позволяет расширить динамический диапазон при постобработке. Однако есть и недостатки. Сенсорный экран ограничен в своих функциях, и работа с меню камеры иногда кажется сложной. Кроме того, несмотря на компактность корпуса, при использовании больших объективов камера может показаться тяжеловатой спереди, что снижает удобство работы при длительных съемках. Пусть ваш выбор камеры приведет к комфортной и продуктивной работе. Делитесь своими вариантами в комментариях и не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые рейтинги. До встречи в следующих видео.